Утро, ну, под утро. Как я и сказала, я вернулась к работе. И еще немного этой камерой пока не знаю, как пользоваться правильно, поэтому немного нечеткость есть. Но сейчас исправлю и продолжим. Ролик небольшой, поскольку загружается долго, я решила в прямом эфире некоторые ритуалы подарить, тем более, что объяснять это непросто и не быстро. Дорогие друзья, я дарила ритуалы практикам, как остановить онкологию, как заговорить онкологию. Но я думаю, что на эту тему работ мало, то есть много не бывает. Хочу предупредить, что лечить мы не имеем права. Мы не вправе вмешиваться в физиологию человека. Для этого есть врачи. Но мы останавливаем процесс смерти, мы останавливаем силой смерти и направляем человека в правильное русло. Тогда человек встречает нужного врача, который вылечит, который поймет. Мы восстанавливаем жизненную силу человека, чтобы он мог выкарабкаться. Вот представьте, что присосалась к вам там какая-то пиранья, и она вас жрет. То есть съедает вас. И пока вы не оторвете эту пиранью от человека, невозможно человека вылечить или поставить на ноги, или дать ему возможность подняться в этой жизни, потому что нечто жрет его, съедает. Понимаете? Вот задача ведьмы в этом случае – это оторвать вот этот источник боли, который съедает человека. И только тогда она может помочь человеку подняться на ноги. То есть лечить мы не вправе, лечить должны врачи. Люди, которые берутся лечить такие болезни, они мошенники. Нет у нас права лечить человека. Но совместная работа врача и ведьмы дает замечательные результаты. Таким образом, я помогла и я спасла многих людей. Но я им говорила, лечение не бросить ни в коем случае. Любая болезнь, физиология, телесная болезнь, болезнь, которая вследствие стрессов от ментального уровня, от души, переходит к физиологии. Вот человек страдает, переживает, нервничает, через некоторое время расплачивается онкологией. То есть вот эта вот боль души, она уже переходит и становится материальной, то есть материализуется в физиологии человека. Мало того, что человек страдал, так он еще и платит за свои страдания, за то, что не берег себя онкологией. Уже доказанный факт, что в основном онкологией болеют люди, которые в жизни отдавали и не брали. Они исчерпывают себя. Жизненная энергия исчерпывается, заканчивается. А обратного пополнения нет. И вот человек начинает болеть по этой причине. Не все, конечно, но в основном онкологией болеют очень добродушные люди, люди, которые всегда делали для других в первую очередь, потом для себя. Очень много страдали, переживали внутри, никого не беспокоили. И в итоге заболели смертельной болезнью. В XIX-XX веках это был практически приговор. Если человеку сказали, что это рак, то человек понимал, что все, это дело времени. Собственно, делали операцию, оно еще хуже становилось, потому что почему его называют рак? Потому что он как щупальцами своими обхватывает все тело. И отрезают эту часть. По сути, хирургия, она, в принципе, единственное, что делает чаще всего, это прям отрезают ту часть, которая поражена, если уже выхода нет. И молятся, чтобы
скажем так, молится, чтобы дальше не пошло. И если дальше не пошло, значит отлично. Значит, радуется человек, значит, спасен. Но это редкие случаи, были именно 19-й год, 20-й, ой, 19-й, 20 век. Сейчас 21 век, и сейчас лечат онкологию. Реально вылечиться. Хотя отнимает огромное количество, скажем так, жизней. Все то, что вливает в человека, все эти страдания, все эти испытания, это нелегко. И есть второй момент, когда человек решает не бороться, а просто принимает обезболивающие, потому как это очень больно, это очень страшно. Лекарства практически наркотические, их нужно выписывать, их просто так не найдешь в аптеках. Собственно говоря, если нет возможности ждать своей очереди, люди покупают, продают очень все, что есть, пытаясь спасти близких и родных. Одним словом, выбор за каждым: бороться с этим или отпустить. Онкология помолодела, сейчас этим болеют даже дети. Опухоли есть различного вида. Рак сыпучий, рак гнетучий называется, рак, который воспаляется, рак, который в виде гнойных опухолей и прочее, прочее. И самое омерзительное, что люди узнают об онкологии, как правило, 3-я, 4-я стадия. Редко на 2-й стадии узнается, потому как практически нет боли. Рак, он протекает без боли. Боль начинается уже ближе к последним стадиям. Вот поэтому человек, не понимая, откуда у него боли, обмороки, идет к врачу и обнаруживает для себя страшный приговор. Но хочу сказать, зная по себе, мне нелегко об этом говорить, но если ты хочешь жить, ты будешь жить. Вот и все. Есть желание жить, ты пойдешь на все и выживешь. Теперь послушайте меня. Вот этот метод остановления онкологии, даже излечения, исцеления онкологии, убирания онкологии. Еще раз повторяюсь, не бросать лечение, потому что помимо того, что ведьма останавливает механизм самоуничтожения в человеке, заставляет бороться, дает жизненные силы, приводит определенные силы, которые питают энергией человека, потому что все зависит от энергии. Нет энергии, нет жизни. Вот помимо всего того, что она делает для того, чтобы оживить человека, физиологию нужно вылечить. Его нужно восстановить, и человека нужно ставить на ноги. Это делает врач. Это делают лекарства. Мы лечим душу. Но если совместно и грамотно это сделать, то человек спасен. Теперь, что я хочу вам сказать. Этот ритуал вообще делают практики. Но с разрешения ведьмы может делать человек близкий. Либо супруг, либо супруга, либо мать, либо отец, даже бабушка. То есть спросить сначала. А спросить не потому, что она жадная и вот что-то хочет взамен. Нет, потому что она должна открыть дорогу. То есть она должна просить силы услышать этого человека и помочь, как силы услышали бы ее. То есть она дает разрешение. Она представляет человека этим силам. Она говорит: вот такой-то человек обратится с такой-то просьбой. И я прошу, чтобы вы позволили этому человеку получить то, что он просит. И я прошу этому человеку помочь от моего имени. Понимаете, почему? Почему я говорю, что в некоторых ритуалах ведьма должна открыть дорогу. То есть она должна сказать: вы когда хотите
большой кредит, там денег или в долг взять, и вы просите за вас замолвить словечко, то человек либо пишет записку, либо звонит, говорит, да, что вот придет такой-то человек, и от моего имени дайте, пожалуйста, эти деньги. То есть помогите, я ручаюсь за этого человека. Вот почему. Вообще желательно, чтобы это сделала ведьма. У нее сил хватит больше. Но если нет возможности ехать к ней, то разрешается людям близким. Может ли друг для друга делать? К сожалению, нет. Либо человек должен быть связан узами брака, либо человек должен быть связан узами крови. Вот тогда, открывая дорогу, ведьма направляет к этому человеку духов, которые услышат, подчинятся и помогут. Или ему самому, или его близкому человеку. То есть провести для себя или для близкого человека, уже перечислила для кого. Перед этим надо попросить ее. Я хочу вам сказать, за это она денег не берет. Это потом желание человека, будет ли благодарить или нет. Но за это она не берет. Она всего лишь просит. Это тоже отнимает силы. Естественно, она обращается к очень таким, скажем, силам хаоса, которые по иерархии очень высоки. Естественно, они забирают силу определенную. Но она должна открыть дорогу, попросить. Теперь, эта методика древняя. Эта методика не моя. То есть вот именно водная часть, именно как это перекинуть, как это сделать, эта методика не моя. Это древний метод. Но есть различные варианты этой методики, этого метода. Я все их изучала. Я хочу вам сказать, что они очень такие, знаете, особенно если простой человек проведет, они не сработают. Поэтому, естественно, я сделала свой вариант, усилила и хочу вам передать. То есть основан на древней методике, проверенной методике, но заговор свой. Вот это срабатывает. Хочу вам сказать, вот лично в моей памяти, сколько именно вот этот метод я давала людям и делала. 3 раза я делала, а остальное сейчас не могу вам. 4 или 5 раз я отдавала людям. Все эти люди живы, все. Некоторые из них уже потеряли надежду, абсолютно. Их отправили домой умирать. Я помню мужчину, полковник, который не хотел, который ругался, матерился с женой, когда она предложила это провести, и умоляли, просили всей семьей, уговорили, провели. И, значит, этот человек остался жив. Он жив до сих пор. Хотя он уже преклонного возраста. Пожертвовал он одной частью тела, органа, потому что уже 4-я стадия. И когда они отвезли и, значит, несколько сделали анализов, они им не поверили. Они подумали, что анализы дают неправильный результат. Еще раз отвезли. 3 раза, что ли, они давали анализы в разных клиниках. И врачи были очень, мягко выражаясь, шокированы, потому что в этом деле это невероятно. Но я хочу, чтобы вы поняли, не удивляйтесь, это уже ведь не первый случай, правда? Первое, что нужно вам делать? Во-первых, вам нужно найти красную рыбу. Красную, оранжевую. Это принципиально. Цвет рыбы. Купите. Полно этих магазинов, где можно купить аквариумную рыбу. Значит, красного цвета. Красного цвета, бордового цвета, оранжевого цвета, морковного цвета. Вот такой красноватый. Можно пестрый. Это не принципиально, но основной цвет рыбы должен быть красный, как кровь. Далее. Вам нужно из 6 источников набрать воды молча. Смотрите, какие источники. Я вам перечислю. У вас там где-то река, набрали воду.
Где-то, может быть, пруд, пускай искусственный, набрали воду молча. Вот подходите, набрали в банку воды, закрыли маленькую баночку, не обязательно там литровые, я не знаю, маленькие вот такие вот пузырьки. Попросите, чтобы подождали, подходите, молча исчерпали воды, кинули 6 монет, ничего не сказали, закрыли крышкой, вернулись. Значит, это нужно делать в течение 6 дней. Если в один день сделаете, замечательно. Садитесь там в машину и пробейте, какие есть водные источники. 6 водных источников. Из 6 водных источников набирайте воду, везде кидая по 6 монет. Молча отворачивайтесь, уходите, ничего не говоря. Значит, набрали 6 источников. Ну вот, если я захочу набрать из 6 источников, значит, вот здесь речка протекает, это приток Клязьмы реки. Здесь могу набрать, в реке Клязьмы могу набрать. Где еще? Поблизости есть какой-то пруд. Могу поехать там набрать. Могу поехать на Москва-реку, там набрать. В Бутово есть 2 пруда. Подходить там, набрать. Еще есть такой маленькая речушка протекает. То есть вот, если вы хотите спастись или спасти близкого человека, я думаю, что вы сделаете все, что угодно. Можно ли набрать из искусственных источников, то есть, ну, там, ручеек, ну, может быть, какой-нибудь сделанный специально на улице фонтан? Нет. Это должны быть природные или, по крайней мере, уже ставшие природные источники. 6 источников набрали воды и купили красную рыбку. Итак, человека просите помочиться в какой-нибудь емкости. Эти 6, то есть 6 емкостей воды выливайте в одну емкость и возьмите столько воды, чтобы когда вы вылейте туда эти, ну, пузырьки воды, да, чтобы рыбе хватило там плавать. Поэтому рассчитывайте. В баночку или куда-нибудь еще. Вот, в общем, кинули рыбку, отдельно вытащите из той воды абсолютно и киньте, то есть налейте туда воду, в эту емкость, и киньте туда эту рыбу. Возьмите мочу больного человека. Человека посадите напротив вот этой баночки. Вылейте эту мочу туда, в банку, в емкость. Вы должны читать этот заговор при 6 свечах, черные восковые свечи, ночью, кроме, значит, дней понедельника, субботы и воскресенья. Остальные дни можно. Вот после 12 ночи до 4 утра у вас есть время. Вы должны читать столько раз, пока рыба либо не умрет, она погибает, либо пока она не успокоится, то есть она станет малоподвижной. Так вот, вода из 6 источников, объяснила, как набирать. Красная рыба, ну, красного цвета рыба. Значит, человека посадите, снимите все украшения себя из человека. Но еще раз говорю, прежде чем это провести, человек силы должен открыть дорогу. Либо проводит ведьма. Сама проводит. Это делают вообще, еще раз говорю, практики. Но при очень тяжелом случае с ее разрешения и с ее просьбой к силам вы можете это провести. Но она должна об этом знать. Вы сами тайком это не делаете. Итак, вы меня слышите или нет? Я не сказала красного цвета, чтобы мясо было рыбой. Рыба сама должна быть красного цвета. Аквариумная рыба. Хватит мне мешать. Посадили. Руки вот так нужно положить вокруг, по обеим сторонам вот этой воды, где эта рыба плавает.
Ей может стать плохо, и у нее может голова закружиться, все что угодно. Это не имеет значения. Теперь читать столько раз, пока рыба не погибнет. Когда рыба погибнет ночью, вместе с этими свечами, даете догореть этим свечам, берете эти свечи вместе с этой рыбой, идете, выходите из дома подальше или в какой-нибудь местности, где лесополоса. Еще раз повторяюсь, если вы боитесь, вас могут отвезти. Встать там и подождать. Это не страшно, это не влияет. Но вы должны вынести из дома. На кладбище ни в коем случае. Именно лес или куда-нибудь еще. В своем огороде нельзя. Вы оставите болезнь, через некоторое время она вернется. Вы должны вынести из дома. Понимаете? Итак, взяли. Больше не спрашиваем глупые вопросы. Все. Взяли. Начитали. Рыба умерла, либо она, значит, она начинает задыхаться прям в воде. Она медленно начинает плавать или обездвижилась. Этого достаточно. Она уже умирает, она умрет. Итак, прочитали, вывезли эту рыбу. Больного человека не надо возить, оставьте дома. Вывозите за пределы дома или выйдите за пределы дома. Закапывайте в землю, вливайте туда, закрывайте землей, прям руками закрывайте, и вот еще сверху так бейте землей, потрамбуйте. Говорите слова, которые я вам скажу, откупайтесь, оставляйте там, значит, 6 монет, отворачивайтесь и уходите. Если будет необходимость, повторите. Если улучшения пойдут, но еще до конца не вылечился человек, повторите. Итак, начнем. Да, и следующий момент. Никому не говорите, как вы это сделали. Никому. Даже близкие люди, которые будут вас сопровождать, они тоже не должны знать до конца, что вы делаете и зачем. Просто скажите, я должна кое-что провести, чтобы вылечить. Все. Не говорите. Захотите кому-то помочь, скажите, вот смотри канал, или там вот смотри вот этот ритуал. Не объясняя, что вы проводили, вот я сделала, так хорошо помогло. Нельзя говорить. Вы об этом ничего не говорите. А если не будет у вас повода говорить, еще лучше, ничего не говорите, и все. И если вы хотите человеку, там, сказать спасибо, написать или поблагодарить, что вот я кое-что провела и помогло, это можно. А что именно и как именно, не говорите. От вас это слово не должно выйти. Эта информация должна остаться в вашем пространстве. Все, вы вылечились, спасли или спаслись, и замечательно. Начнем. Иду я к черным скалам. На тех скалах черный колодец. В колодце черная вода. Спит там черная беда. Беду ту сторожит злобная рыба-кит. Плавники у нее стальные, а зубы золотые. Иди ты, рыба-кит, зубами золотыми, острыми да булатными, опухоль выгрызай, жуй опухоль да глотай. И обратно к нему имя или ко мне, если вы себе читаете. Не пускай. С мочой ниже пояса опускай, опухоль выпускай, моча с опухолем, выйди на камень, да во сыру землю. С этой минуты проживи 3 часа денных, 3 часа ночных, 3 минуты пустых, 3 секунды никаких. Опухоль снимаю, в сырой земле запираю, обратно не пускаю, а тело спасаю. Этим словам во веки веков. Аминь. И вот когда уже рыба умрет, и вы заберете, и вы похороните, и вы вот так вот потрамбуете, закройте землей, сверху скажете: все так и свершится. Ключ, замок, язык.
заклинаю. Оставляете 6 монет, ничего не говорите, поворачиваетесь и уходите. Когда спасется ваш близкий человек или вы сами решите благодарить человека, который вам это подарил, или кого-то, кому-то помочь в благодарность, как-то откупиться, каким образом вам придет эта мысль в голову, вы сами подумаете, решите и сделаете это. Но ни в коем случае лечение не бросать, еще раз говорю, мы лечить не вправе. Мы можем остановить смерть, силу смерти, исцелить, снять болезни. Мы иногда можем болезнь остановить таким образом, чтобы усыпить внутри человека, напугать внутри человека. Есть различные методы. Но лечиться нужно непременно. Я вам говорила, что после того, как я выживу, то есть после того, как я выжила, я поняла, что я должна дать сильные работы, еще сильнее людям. Не просто так меня на земле оставили. Я должна заслуживать эту жизнь, которую мне дают все время в кредит, понимаете? Еще раз читаю заклинание. Да, черные свечи тоже туда нужно положить рядом, когда вы откупаетесь. То есть огарки свечей. У меня спрашивают, когда свечи догорают до последнего, и вот не остается, что делать. Ничего не делать, откупитесь монетами, и все. Свечи должны догореть, потому что, когда вы снимаете что-либо, оно впитывается, понимаете, подпитывает эти свечи, то есть эту злую энергетику, и она должна сгореть. Обязательно сгореть. Хотя бы больше половины должна сгореть. Давайте дальше. Иду я к черным скалам. На тех скалах черный колодец. В колодце черная вода. Спит там черная беда. Беду ту сторожит злобная рыба-кит. Плавники у нее стальные, а зубы золотые. Иди ты, рыба-кит, зубами золотыми, острыми да булатными опухоль выгрызай. Жуй опухоль да глотай. И обратно к нему не пускай. С мочой ниже пояса опускай. Опухоль выпускай. Моча с опухолем выйди на камень, да во серую землю. С этой минуты проживи 3 часа денных, 3 часа ночных. 3 минуты пустых, 3 секунды никаких. Опухоль снимаю, в сырой земле запираю, обратно не пускаю. А тело спасаю. Этим словом во веки веков. Этим словам во веки веков. Аминь. Похоронить рыбу, сказать, все так и свершится. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз прочитаю. Иду я к черным скалам. На тех скалах черный колодец. В колодце черная вода. Спит там черная беда. Беду ту сторожит злобная рыба-кит. Плавники у нее стальные, а зубы золотые. Иди ты, рыба-кит, зубами золотыми, острыми да булатными опухоль выгрызай. Жуй опухоль да глотай. И обратно к нему не пускай. С мочой ниже пояса опускай, опухоль выпускай. Моча с опухолем. Выйди на камень да во сырую землю. С этой минуты проживи 3 часа денных, 3 часа ночных. 3 минуты пустых, 3 секунды никаких. Опухоль снимаю в сырой земле, запираю, обратно не пускаю. А тело спасаю, этим словам во веки веков. Аминь. Похоронить рыбу и сказать, все так и свершится. Ключ, замок, язык, заклято. Оставляйте огарки свечей, если остались. 6 монет. Когда вылечится ваш любимый близкий человек, вы сами откупитесь, если захотите. Запомните, духи видят благодарных людей, они любят. В следующий раз, когда они обращаются, помогают сразу же. Потому что человек, если берет, должен еще и отдавать. А методы откупиться очень разные. И вы найдете, как это сделать. Все, дорогие друзья, я еще должна кое-что снять. Снимаю в прямом эфире, поскольку так быстрее загружается, нет времени ждать, пока загрузится. А ко мне вернулись силы, естественно, я буду работать до утра, как всегда. Тем, кому я должна ответить, я вам отвечу, но завтра. Я хочу объяснить, что иногда просто подарить ритуал столько сил не отнимает, как, например, ясновидение, посмотреть, что у человека.
Ясновидение – это тоже ритуал определенный. Это трата огромных жизненных сил. Вы не думайте, что просто просмотреть человеческую судьбу – это не так тяжело, как, например, делать ритуал. И иногда это равносильно бывает, потому как видеть человеческую судьбу не каждому дано. Для этого нужна концентрация, для этого нужна жизненная сила, чтобы не просто там что-либо говорить, а видеть и полностью досконально рассказать, и увидеть причину, и, естественно, посоветовать или помочь в дальнейшем, если человек сам захочет. Все, дорогие друзья. Хочу сказать тем, кто ждет моей погибели и не может понять, почему люди меня любят, почему они не могут ничего со мной сделать, и почему так получается, что, невзирая ни на что, меня уважают и ко мне очень тепло относятся. Я им объясню. Это объясняется очень легко, просто и очень понятно. Пока вы заняты сплетней и грязью, я занята тем, что помогаю людям. Вот и весь секрет. Пока вы льете на меня дерьмо, я помогаю людям. Я дарю людям то, что их спасает. Разницу, представляете? Никакой толк людям от вашего дерьма нету. Никакой пользы нету от того, что вы делаете. Никакой. Кроме отвращения. Вы тратите свое время на дерьмо. Я трачу на созидание. На спасение буквально людских судеб. И вот еще раз говорю, очень просто и легко это объясняется. Толку от вашего существования и от того, что вы делаете, человечеству никакого. А каждый мой прямой эфир – это на вес золота. Это просто спасение для многих-многих людей. Одним прямым эфиром я могу помочь многим тысячам людям сразу же. Вот понимаете разницу? Людям нужна реальная помощь, реальные советы, реальные действия, а не дерьмо. Знаете, нет, многие сдохли уже давно, многие ушли на дно, позорятся, друг на друга кидаются. Дело не в этом, просто я последнее время с удивлением для себя обнаружила, сколько их развелось, как грибы после дождя. И каждый из них что-то обсуждает, каждый из них пытается мои работы обсудить. И кто вы такие, чтобы меня обсуждать? Вы абсолютный ноль. Вы абсолютный ноль для Вселенной, для людей, для всех. Смешно даже на вас смотреть. Реально смешно. Сегодня я слушаю голосовые. Пролетает, и иногда думаешь, о чем это вообще непонятно. Человек, который задницу свою рвет на британский флаг, без рода и племени, старый алкаш несчастный, говорящий о том, что хочет спасти людей от меня, в голосовом сказал буквально все свои мысли. А вот давайте будем обсирать Хусроеву, это нам и как бы самопиар дает, и как бы копеечка будет. Ну так и скажи, козел старый, хочу заработать денег, дохну с голоду. И поэтому решила задеть имя сильного человека, чтобы привлечь к себе внимание. Что ты детский сад устроил? Пытается кого-то спасти. Кому ты нахер интересен спасать? От чего спасать людей? От новой жизни? От того, что они благодаря моим работам и трудам живут хорошо и в достатке? Ну, невозможно понять вообще. Нельзя, наверное, вдолбить в этот тупой мозг, что не будут люди благодарить, если им не поможет. Вы должны это понимать просто. Понимаете? Не будут люди делать, если им не поможет. Не будут люди рекомендовать и отправлять к вам новых людей или своих близких, их знакомых, если ты им не помог. Это нереально. Не будет человек говорить своей сестре, знаешь, вот иди к Хусроевой, она мне не помогла и тебе не поможет. Она скажет, иди к ней, она мне очень помогла, вытащила из бездны и тебе поможет. Надо понять, просто понять, что если люди говорят спасибо
Если этих людей много сотен тысяч, эти люди ощутили на себе эту помощь. Вы спасаете людей от чего? От хорошей жизни, от достатка, от того, что они добиваются новых высот, от того, что они дачи покупают, машин. Вы можете рвать свой анус насколько угодно, понимаете? Э, Это бесполезно. Вы можете кричать сколько угодно. Если человек ощутил... Нет, вера здесь ни при чем, Ирина. При чем здесь вера? Люди приходят, помогают своим детям, дети даже не в курсе дела, и у них жизнь меняется. Они не знают меня, чтобы верить или нет. Не об этом речь. Профессионализм спасает, не вера. Я не согласна насчет веры. Не, я просто пытаюсь понять логику таких вот отходов общества. Вот все такие глупые, не понимают, мы пришли спасать от Хосроевой. Спасать от меня? От чего спасать? Вот человек жил впроголодь, сейчас у него квартира, сейчас у него хорошая работа. Вы хотите человека от этого спасти? Человек поменял свою жизнь благодаря моим трудам. И поэтому ты хоть сдохни, ори день и ночь о том, что она плохая, к тебе веры не будет. Человек все равно продолжит, понимаете, продолжит делать мои работы, потому что увидел результат. Вы не можете понять, что не могут быть глупыми много миллионов людей. Это нереально. Ну, ладно, один человек не понял, не даст. Второго человека как-то там не то. Тем более, что это канал. За это денег не берут. Это не закрытый клуб, это не закрытый чат или сайт, где мы, например, вот это вот примем, того не примем. Можно подумать, вот взяли, обрабатывают людей, да? Это канал, ты свободен, ты свободно можешь регистрироваться, можешь свободно отписаться, можешь смотреть, можешь не смотреть. Это твое. Если, ну, не люблю говорить молодежным сленгом, но если тебя не зацепило, ты хоть каждый день говори, что вот я сильная, я вот вам помогу. Если человек не ощутил эту силу в своей жизни, он больше не придет и не будет сидеть, смотреть и делать. Вы делаете для себя. Вы алтари для себя стелите. Вы не тратите миллионы. Вы берете благовония, там самые крутые, хорошие, можно 2000 купить, а можно купить за 100 рублей, за 50 рублей. Вы камни какие-то берете, вы мелочь какую-то ложите на алтарь. А что вам это дает потом? Это вам дает возможность купить квартиру, потому что вы относитесь к этим силам уважительно. Это вам дает возможность вылечиться, если вы болеете. Вы представляете, оно несопоставимо. Оно несопоставимо. Вы тратите несколько тысяч рублей всего лишь, но получаете взамен защиту в жизни, помощь в жизни. Духом, силам не ваши деньги нужны, не ваши подарки. Им нужно видеть ваше рвение и ваше уважение. И тогда они начинают вам помогать. Тогда они понимают, что вы вернулись к древней своей вере, к вере своих предков, пращуров. И они начинают вам помогать. Ведь это для вас делается, правда ведь? Ведь я не говорю, вот возьмите там, купите такую ткань, мне отправьте благовоние. Вы для себя это делаете. Вам потом нравится, вы просите и получаете. Через некоторое время человек начинает понимать, что он становится просто баловень судьбы, удачник. И слово неудачник переходит в удачливость. Он просит, получает, просит, получает. Кто его угнетает, тех увольняет, тех убирают. Вы много тратите, вы миллионы отдаете этим силам. Ну, купите вы статую фортуны, если хотите купить. Не хотите, не купите. Ну, можете от 800 рублей до 5000 купить. Можете там, может, кто-то за 30 тысяч захочет. Это уже желание человека. Но то, что вам взамен отдают за это уважение, оно несопоставимо, дорогие друзья. Любой человек, который начинал что-то делать, не имел ни кольца, не имел ни шубы, не имел ничего. А теперь посмотрите, люди, которые 2-3 года смотрят мой канал и правильно начали жить. Они начали понимать, надо уважать мир духов, а не бояться их, не чураться их, а наоборот просить, использовать свою пользу. Просить и получать. А не бояться их, а не крестами ходить там, махать, а наоборот просить и дружить с ними. Это же
силы Вселенной, они же пришли нам помогать. Почему? Зачем с ними враждовать? Дружить надо. И вот посмотрите, 2-3 года человек смотрел канал, делал ритуалы. И у него из того, что не было ни одного кольца, цепочки, ничего, сейчас у него сундуки всего, что он хочет. Да, может быть, он не может пойти сегодня же купить машину, но он может накопить на эту машину и купить через 3-4 месяца. А раньше для него это было нереально просто. Понимаете? Так вот, я о том, что, уважаемые, в кавычках, вы день и ночь думаете, какое бы новое говно сочинить. Я день и ночь думаю, что бы полезного людям дать еще. Разницу понимаете между мной и вами. И запомните, ведь обсуждают-то не я вас, а вы меня. Это значит, я выше вас. Обсуждают людей, которые лучше. Тех, которые никто обсуждать не будет, потому что там ничего интересного нет. Но не в этом суть. Просто вы не можете никак понять, почему. Да потому что я принесла пользу человечеству и приношу. Я заболела 2 недели, люди переживали. Люди боялись, а вдруг меня не станет. Что дальше? Для них пустота наступила, потому что они понимают, что я полезный человек. Вы помрете где-нибудь, сдохнете, никто не заметит вообще, где вы померли, что вы, кто вы, нахер вы кому интересны. Разницу чувствуете? Надо начинать от созидательного труда. Копеечку хотите заработать на моем имени? Да не заработайте вы ни копеечки, ни хрена. Не нужны вы людям. К таким, как вы, идут такие же сплетники, такое же говно, как вы сами. Вот пришли, услышали что-то там один раз, два, даже сплетникам надоедает одно и то же. Одна и та же заезженная пластинка. Ну, они тоже устают это слушать. А толку? Люди идут туда, где есть толк. Человек так создан, как хотите. Мы все такие. Где есть помощь, где в конце концов выгодно. Мне выгодно здесь сидеть. Мне выгодно это делать, это мне приносит прибыль, это мне помогает выжить в трудной ситуации, это мне дает денег, это мне дает удачу, защиту. Мне здесь выгодно. А что ты мне даешь? Каждый божий день говоря о том, что Хосроева такая... Я не говорю о придуманных вообще вот всякой хрени. Какая-то баба, ну не буду называть эту страну, потому что здесь сидят люди из этой страны, очень замечательные люди. Я не хочу, чтобы они оскорбились. Ну какая-то баба с Востока, в общем, какого-то базара, нашла какие-то криминальные связи. Прям случайно вышла. Я смотрю, и эта баба говорит, что я ее проклинала, писала гадости, желала смерти на Новый год. Детский сад, я эту бабу знать не знаю, оказывается. И так они хотят свою важность какую-то. Я ее проклинала. Да нахер ты мне нужна? Я даже не знаю, кто ты вообще, чтобы тебя проклинать. Понятия не имею, кто ты. Шепелявая какая-то ти-ти-ти-си-си-си. Вот это самое. Я хотела униформу надеть, быть милицейским. Ну, у милицейских нет униформы. У них униформа у этих официантов, еще это детский. Вот. И вот она сидит, значит, и разбирает о том, что у меня криминальные связи, потому что я люблю блатные песни. Твою-то мать. Ну это смешно. Я хотела этой бабе сказать, я знаю таких людей из криминального мира, что если ты узнаешь их имена, ты обосрешься прям сидя. Но это не значит, что у меня есть криминальные связи. Я просто знаю этих людей, они ко мне обращались, они ко мне уважительно относятся, но вы должны знать всегда, что такие люди никогда просто так ничего не делают. И поэтому, если ты обратишься к такому человеку, знай, что ты должен. И когда-нибудь у тебя что-то попросят, что ты не хотела бы, но тебе придется это делать, потому что ты должна будешь им. Так что только такие тупорылые бабы могут думать, что у тебя криминальные связи, ты с помощью этих криминальных связей чего-то добиваешься. Нет. Умный человек старается от криминальных людей держаться подальше, даже если знает лично. Никогда ничего не просить и не быть им должна. Понимаете? Поэтому о чем мы вообще говорим? Вы просто смешные. Вы настолько ничтожны. Даже говорить о вас смешно. Просто сегодня, ну вот как бы начала смотреть свой канал, другие каналы свои проверять, как, что. И как началось эта хрень? Я говорю, боже ж мой.
Это сколько вас развелось, тупорылых существ? Одна дура говорит, что я в Волгограде не была, потому что я как-то не так назвала эту местность. Понимаете, вы цепляетесь к такой херне, о чем даже... Зачем мне врать людям, что я жила в Волгограде, если бы я там не жила? Вот какой смысл? Ну ладно, я могу назвать любой другой город России. Вот в чем смысл? Она врет, она в Волгограде не была. В чем смысл? Я не могу понять. Зачем мне врать людям, что я вот была в Волгограде, а она не была на самом... Какой идиотизм вообще? Я жила в Волгограде с малых лет. Я закончила Волгоградский педагогический университет. Смысл в чем был мой врать, что я там жила? Что это мне должно было дать вообще? Понимаете, ну вот смотришь и думаешь, откуда вы вот это стадо ничтожных баранов вообще появились? Вот она в Америке живет, эта баба, вот, которая криминальные связи мои выявляла. Вот у нее там она такая вся крутая в Америке. Слушайте, в Америке жопы тоже моют старикам. Вы тут тоже заладили. Вы думаете, что если вы в Америке живете, вы такие все... Знаете, что я вам скажу? Если честно, как говорят, где родился, там пригодился. Я, например, очень даже рада, что я в России живу и не стремлюсь никуда. И в Америке. Здесь тоже многие приезжают в Россию, чистят туалеты, фотографируются и отправляют, пишут, что они там здесь начальники каких-то спецслужб работают. Знаете, точно так же и вы. Вот они такие крутые в Америке живут. Ну и дальше что? Самый дорогой город Европы, Москва. Чем она вообще хуже Америки, например? Или чем хуже здесь люди, живущих там? Это психология нищеброда и мещанства, понимаете? Вот я в Америке, значит, я крутая. Идиотизм. В Америке бомжи тоже живут, и бичи живут в Америке тоже. Недалекие, да. Ну, закончим на этом. Просто смешно. Вот сейчас вспомнила вот эти вот каналы. Какие-то ничтожества, какие-то шлюхоподобные существа сидят, говорят о магии, какие они профессионалы. Слушайте, вы знатоки магии, вы такие все вот просто супер крутые мастера и замечательно показываете свои работы. Просто берите, показывайте и удивите людей своими знаниями. Вот и все. И вот это будет правильно, и это привлечет внимание. Если вы хотите показать, что вы умные, а сидеть каждый божий день говорить о том, что ты там такая-то, ты все понимаешь, ты все знаешь, просто тебе некогда снимать чего-то, а вот Хосровы так... Да вы никто. Я вам просто скажу вот прямо в лоб. Вы даже грязи из-под моих ног не стоите. То, что я делала и делаю для людей, вам и не снилось. Вы не снимаете не потому, что вы такие супер крутые или вам некогда, а потому что вы этого не знаете. Вы никто. Вы ноль. О чем снимать-то? Это все равно, как я сейчас буду квантовую физику объяснять. Я не знаю, я в этом ничего не понимаю. То же самое вы. Мы очень крутые, мы очень знающие, только мы не будем ничего показывать, потому что мы такие вот крутые, а это нельзя показывать. Очень смешно. И вот еще раз вам говорю, не понимаете, почему люди меня любят? Потому что вы не люди, потому что вы дерьмо, вы твари. Каждый божий день ролики снимать про вот собирает на арцах для якобы раненых, сама эти деньги себе присвоила. Я не собираю. Я сказала русским языком, что Илона, они создали группу, эти девочки просто каждый 500 рублей, 200 рублей. Я понятия не имела, я сама узнала, удивилась. Я говорю, давай я тоже буду отправлять через вас тогда, потому что я прошу людей туда идти и напрямую отдать. Насколько же вы мрази, что вы думаете, что я могу взять, собрать на раненых людях и обогатиться? Насколько же вы гниды? И насколько же вы о людях судите по себе? Если вы дерьмо, это не значит, что все такие. Понимаете? Если вы твари, не способны никогда никому помочь в этой жизни, это не значит, что все такие. Все так живут.
По себе не надо судить людей. В этом мире есть доброта, существует она. Возможно, люди помогают. Люди помогают кому-то, люди помогают животным, люди помогают раненым, больным. Люди помогают. Существует такая вещь, понимаете? Представляете, есть такая вещь милосердие, человечность. И будьте достойны того, чтобы вас так уважали, чтобы ради вас помогали вашему народу. Вам это не снилось. Кто вас будет уважать? Грязные, гнилые сплетники и дерьмо. Ладно, закончим на этом. Просто смотришь и думаешь, насколько же вы выродки просто. Омерзительные твари. Тьфу. Идите дальше снимайте. Я буду дальше жить, богатеть, работать, купаться в благодарности, как вы говорите, в лучах славы, в подарках, в уважении людей. А вы дальше в дерьме копайтесь. Сколько у меня мужей было, какие криминальные связи, где я жила, кому я что сказала, с кем спала, куда ходила и так далее. Фу. От вас просто воняет. Ей-богу. Все, дорогие друзья. Всем удачи. Я пошла продолжать свои дела.